Психолог, вот скажи, можно ли прощать измены? Как психолог отвечаю вам: да, можно, если у вас хватит душевных сил и ресурсов пройти этот жизненный урок в попытке простить измену. Есть ли смысл вообще прощать измены? Давайте в этом разберемся. При каких, собственно, обстоятельствах их можно прощать, а при каких обстоятельствах никогда не стоит прощать измены? В этом видео ответы на эти вопросы. Первое. При каких обстоятельствах, в какой ситуации можно прощать измену? Измену можно прощать только в одном единственном том случае, если у вас с мужчиной происходит, случается открытый, честный, глубокий разговор. Вообще в семейной психотерапии предусмотрены варианты, как пара может прожить измену так, чтобы действительно никакого неприятного послевкусия у женщины не оставалось. Потому что это неприятное послевкусие, это что? Конечно же, это обида. Глубинная обида, которая может затаиться внутри жены, глубоко внутри, в уголках ее души, и фонить на протяжении дальнейшей совместной жизни. И испепелять ее изнутри, мучить ее, да, выкручивать ее, эта обида будет, и это плохо. Но в семейной психотерапии есть схемы, да, разработаны такие формулы, как можно прожить измену, чтобы этого не было, чтобы жена правда простила, правда отпустила, и дальше правда были отношения существенно лучше, чем до этого. И это возможно, эти все схемы, да, они работают при одном условии. Если партнеры объединяются как команда, и при этом если мужчина ставит измены, хотела сказать на паузу, нет, просто прекращает их тотально, вообще. То есть в паре должна появиться договоренность, которую мужчина поддерживает, он соглашается, он хочет, да, он говорит, он признает, что да, я больше тебе точно не буду изменять. И мы пробуем изменить наши отношения. Потому что если мужчина просто будет пробовать вам дальше не изменять, то и при этом отношения ваши не будут меняться. И с вашей стороны тоже, и с его стороны во многом тоже. То изменений в отношениях не будет. И вот то... Хотела сказать слово говнецо. Сори. Но вот те глубинные вскрытые проблемы, скрытые проблемы, которые лезут через измены, они начнут прорывать как-то иначе, либо будут новые измены. Поэтому решать нужно корень проблем, менять отношения. Менять ваши отношения к нему, менять его отношения к вам. Но эти изменения должны быть в тот момент, когда мужчина принимает решение и обещает больше никогда не изменять. И при этом вы вместе меняете отношения, вы работаете над отношениями. Вы находите слабые стороны в ваших отношениях и усиливаете их. Это сложный иногда путь, и для этого вы находите сильные стороны в ваших отношениях и опираетесь на них. Они дают вам ресурс для того, чтобы менять отношения, расти вместе как пара. Это возможно. Это происходит в семейной терапии по методу Джона Готмана. Я работаю в этом методе. Но предрекаю возможные комментарии на эту тему, о том, что вот он уже обещал, он говорил, он извинялся, может быть, подарки приносил, клятвенно обещал и молился больше никогда не изменять, но он продолжает изменять. И что тогда? В этой ситуации проблема, да, вот это происходит, вероятно, по двум возможным причинам. Первая причина. Вы не договорились на самом деле. То есть бывает так, что люди разговаривают, на самом деле не слышат до конца друг друга, но кивают, да-да-да, я все услышал, да-да-да, я совсем согласен, но на самом деле настоящей договоренности нет. Разговор в этот момент между партнерами идет не из открытых глубинных состояний, таких очень искренних, уязвимых, а из какой-то маски, которую человек носит периодически. Это разговор через маску. И человек в этой маске не совсем адекватный.
Если ваша договоренность происходит при третьем стороннем человеке, при психологе, который выступает модератором как бы ваших отношений, да, вы его впускаете в свои отношения, и он третье лицо, то вот тут мужчина уже не может говорить это из маски. Он в итоге все-таки попадает в истинное глубинное состояние, и если получается договориться, и в пара принимает совместное решение, что измен больше не будет, то мужчина осознает эту договоренность. Или вторая причина, почему, возможно, он обещает и все равно изменяет. Да, есть категория мужчин, которые не могут не изменять. То есть это мужчина, который будет изменять всегда, пока он сам не изменится. То есть внутри как личность не изменится. Это может произойти в его жизни или из-за психотерапии, или как-то в жизни что-то его потрясет хорошенько за плечи, да, будет какой-то стресс сильный в жизни, что он пересмотрит вообще свой взгляд на жизнь и на свои поступки. А может быть, этого не произойдет никогда. Такое тоже возможно. То есть, да, есть категория мужчин, которые просто не могут не изменять. Это мужчины, которые удовлетворяют свой глубинный внутренний голод на близость через секс с разными женщинами. Это травматичное состояние, это нездоровое состояние, но есть люди, которые могут в данный момент жить только так. И ну вот они так справляются с этим, как могут, да. И если ваш мужчина вдруг такой, то поверьте, не вам его менять, потому что невозможно никого изменить, но он может захотеть измениться сам, может не захотеть. От таких мужчин, конечно, лучше либо уходить, потому что с ними измены будут постоянны, и вы будете страдать в этих изменах, либо идти с ними вместе в семейную психотерапию, если они не просто согласны, но действительно хотят. Потому что если человека туда вести немножко силой, то у него не будет изменений. Это часто бывает бесполезным. Я надеюсь, что я раскрыла эту тему достаточно широко. Пожалуйста, помогите мне. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Я часто проверяю комментарии под моими видео и общаюсь с вами, с моими зрителями, отвечаю с радостью на ваши вопросы. Поставьте лайк, если вам понравилось. Еще раз суммирую итог. Измены можно прощать при наличии двух условий. Вы приходите к совместной договоренности, что измены он прекращает. Ну или она, если это жена, да. И второе, вы меняете что-то в отношениях, и тогда у отношений есть шанс стать новыми с меньшим количеством проблем. Потому что измены это всегда какая-то прорывающаяся глубинная рана. Но здесь вариант, либо совместная, в вашей паре есть какая-то рана, общая, либо это мужчина вот такой, который не может не изменять, который всегда всю жизнь будет изменять с разными бабами, меняя их как перчатки, испытывая такую форму близости, потому что по-другому он не умеет насытить свою потребность в близости с человеком. Ведь на самом деле мужчина в этот момент ищет близости душевной, но просто ему очень тяжело приближаться душевно близко, сближаться на самом деле душевно с партнером, и он постоянно сближается только телесно. И ему сложно войти в отношения, где будет очень близкий контакт, только ты и я, никого третьего, и он меняет их, это такая вечная гонка, очень сложный на самом деле жизненный процесс, можно только посочувствовать, и правда это тяжело. Вот, пожалуйста, подписывайтесь на канал про отношения, про психологию, и до встречи в следующих видео.